Он ждал 15 лет. 15 долгих однообразных лет, в которые дни растягивались, как тянущаяся тянучка, а ночи были тяжелой печалью. И все это время он верил, тихо, болезненно, с той детской наивностью, что остается у многих животных, что кто-то вернется. На мгновение эта мысль эхом пронеслась и в моей голове в тот самый момент, когда я впервые увидел Донгури, старого пса с мягкими глазами, в которых было больше надежды, чем может вместить одно человеческое сердце. Я стоял, не двигаясь, и понимал, что взгляд этого существа хранит в себе целую жизнь, ритуалы кормления, шум детских ног по полу, ласку, которая перестала приходить. В этих глазах была не просто тоска, в них жила стойкая вера, которая, казалось, не позволяла ему отречься от ожидания, даже когда все вокруг менялось и исчезало. Как долго он ждал? Как много раз он поворачивал голову к двери дома, прислушиваясь к скрипу ворот, к знакомому шагу по дорожке, к голосу, который прежде называл его по имени. Почему он все еще следил за дверью, словно в любую минуту мог появиться любимый силуэт? Эти вопросы жили в моих мыслях, пока я подходил к небольшому деревянному навесу на краю двора, тому самому месту, где сосед заметил его сидящим, почти неподвижным, словно статуя из времени, которое ушло. Я пытался представить себе те дни, в которые его мир ограничивался несколькими квадратными метрами, где каждый звук был знаком, а отсутствие звуков было катастрофой. Было ясно, что его память не стерлась. Она аккуратно хранила шаги и имена, хотя люди, которым он принадлежал, оказались слишком заняты, чтобы запомнить. Звонок поступил от встревоженного соседа, чей сад выходит прямо на ту сторону дома. «Он там уже долго», — сказал он в трубку. «Лежит у навеса, не лает, не просит, как будто ждет кого-то». Когда я пришел, Донгури не лаял и не скулил. Он просто поднял на меня усталый взгляд, в котором каждой линией читалась история. Годы, проведенные в одном углу, дни, где мир был лишь ритмом шагов, которые перестали приходить. Сосед, пожимая плечами, рассказал кратко. Они переехали, дом побольше, новая жизнь, и он остался, как будто они забыли о нем. Он говорил, будто описывает бесхозный стул или старый чемодан. Мне было невольно больно. Как можно было бросить существо, которое любви отдавало без счета, которое было рядом в тысячи мелочей жизни? Они даже не потрудились оставить его на свободе, просто закрыли калитку и уехали, как будто Донгури не существовал. Эти слова соседа звучали пусто и жестоко, и я чувствовал, как во мне растет желание изменить этот несправедливый поворот судьбы. Когда мы предложили ему еду, он вздрогнул. Хвост, обычно отражение доверия, медленно, робко вилял несколько раз, как будто пробуя доверие на прочность. Он хотел принять заботу, но не был уверен, разрешено ли это. Мы вынесли его за двор, и каждый листок, каждый шорох казался ему новым открытием. Крылья птицы, запах влажной земли, голос ветра в кронах деревьев — все это он впитывал как человек, который впервые дышит полной грудью после долгой болезни. Его шаги становились легче. В глазах вспыхнула искра. Маленькая, но упорная надежда. Я видел, как он нюхал каждый угол, как неторопливо исследовал мир, будто проверяя, не превратится ли все это снова в обман. И чем больше он видел, тем больше я понимал. Даже уставшее тело помнит радость движения, а сердце, лишенное внимания, все еще способно открыться вновь. Поездка в клинику должна была быть обычной, простая проверка, общий осмотр. Но ветер перемен принес со собой сложные новости. Анализы показали дирофилариоз в начальной стадии, слабые легкие и скрытую опухоль. Для пожилой собаки это могло стать губительным сочетанием. Я помню, как донорское ощущение в груди сжалось. Тело могло бы не выдержать борьбы. И все же Донгури не сопротивлялся. Он принял это как еще один этап пути, тихо и с достоинством прислонив голову к ноге одного из нас,
словно говоря: «Я доверяю». Ветеринар объяснил нам, что лечение потребует терпения и постоянного ухода, и что итог предсказать трудно. Но в его взгляде была искра уважения к собачьему упорству. Он видел, как животное, несмотря на боль и годы, все еще выбирает жизнь и хочет бороться. Ветеринарный коллектив работал с особой осторожностью. Мы дали ему кислородную поддержку, лекарства, теплые одеяла и непрерывный мониторинг. Медсестры шептали ему слова поддержки, аккуратно прикладывали теплую грелку к лапам, гладили за ухом, которое, как показалось, слышало давно забытую песню. Они говорили ему ласково, и он улыбался. Тем собачьим малозаметным образом, когда нос поднимается, глаза становятся мягче, а хвост чуть заметнее виляет. Уже через несколько часов начали появляться признаки улучшения. Дыхание Дангури стало ровнее, он откликался на чей-то голос, даже ткнулся носом в руку медсестры. Это мелочи, да? Но для нас они значили все. Мы видели, как животное распускается при чувстве безопасности, кормилец перестается восприниматься как угроза, руки как причины боли. Мне казалось невероятным, как мало нужно, чтобы озарилось чье-то сердце, как многого требует, чтобы оно перестало ждать. Специалист, осмотрев его, открыто признал сложность положения и честно рассказал о рисках. Но он также отметил человеческое. Не в переносном смысле, а реальное, Дангури не сдавался. Его тело было хрупким, но дух твердым. Мы составили режим. Частые, но небольшие приемы пищи, короткие прогулки по безопасной территории клиники, легкие растяжки, успокаивающая музыка, чтобы он мог спокойно засыпать. Мы окружили его вниманием, спокойной рутиной, которая строится не на ожиданиях, а на заботе. Каждый член команды вкладывал в это усилие кусочек себя. Кто-то приносил мягкие пледы, кто-то записывал спокойные мелодии, кто-то нашел особый корм, который он ел с удовольствием. Все это было маленькими кирпичиками восстановления, медленное, но верное создание нового пространства, где Донгури мог почувствовать себя в безопасности. И был еще один маленький, неожиданный фактор – аромат цветов. Каждый раз, когда кто-то приносил букет, Донгури поднимал нос и глубоко вдыхал. Казалось, что запах напоминал ему о чем-то далеком. О лете, когда дети бегали по двору, о запахе хлебного теста на столе, о солнце, которое падало на старое крыльцо. Он словно улыбался. В дни, когда ветки в окне дрожали от дождя, а за дверью был мир, полный шума и дел, этот запах становился его тихим спасением. Я часто оставался рядом и наблюдал, как его дыхание замедляется, как морда расслабляется, когда цветы лежат рядом. Словно память о простых радостях прошлого оживала в нем на несколько секунд, даря облегчение и покой. Дни шли, и Дангури менялся. Он задерживался у окна, проводя пальцами по стеклу своей мордой, будто читая внешнюю жизнь по движению тени. Он медленно шел вслед за персоналом, следуя как старый товарищ, помогая нам быть добрее, куда бы мы ни шли. Часто он сворачивался у моих ног и клал голову на ботинок. Маленький жест, в котором было все доверие мира. Мы учились у него так же, как он учился у нас. Связь между нами росла естественно, без насилия, на доверии, а не на требованиях. Мы узнавали, какие звуки его пугают, с каким прикосновением он засыпает, какую пищу предпочитает. Иногда он замирал и смотрел вдаль, и я представлял себе, что он видит. Старую калитку, по которой один раз прошел голос любимого человека, тень фигуры, оставшуюся в узоре на бетонной дорожке. Эти моменты молчаливого понимания были ценнее любых слов. Они показывали, как любовь и внимание возвращают веру в мир. Однажды днем он вдруг побежал по коридору. Это был короткий, неуверенный рывок.
скорее импульс радости, чем устойчивая сила. Вся клиника вздрогнула. Люди ахнули и начали аплодировать. Нельзя было не радоваться тому, как он будто вспомнил молодость. Дангури смотрел на нас с таким выражением лица, что казалось, он знает, его любят. Этот момент стал маленьким праздником. После него мы бережно относились к каждому шагу как к достижению, и каждый вечер праздновали мелочи, что он ел сам, что заложил голову на колени, что заснул без рыданий во сне. Это были победы, которые нельзя было измерить медицинскими показателями, но которые имели огромное значение для его внутреннего мира. Мы чувствовали, что каждое его движение – это ответ на то, что ему снова дали шанс жить достойно. Все это время, хотя тело старело и уставало быстрее, чем раньше, душа Дангури оставалась спокойной и благодарной. Он научился ценить мелочи, ласковую руку, открытую дверь, запах травы после дождя. Его радости были просты, но искренние. Он жил моментом, и это было уроком для нас всех, как мало нужно, чтобы почувствовать полноту жизни. Мы видели, как он превращает каждую мелочь в целое событие. Короткая прогулка, луч солнца на полу, новый кусочек корма. Все это наполняло его мир смыслом. И мы учились у него замечать и ценить то, что раньше проходило мимо. Ночью, перед тем, как он тихо ушел, он долго лежал, прижавшись ко мне. Его дыхание было медленным и ровным, глаза полузакрыты. Я держал его за голову и говорил ему, что он в безопасности, что его любят, что он больше не должен ждать никого у двери. Эти слова исходили не только из долга, но и из честной любви, родившейся в больничных стенах и в тихих прогулках по клиническим коридорам. Он слушал, и его глаза наполнились каким-то мягким согласием, будто он принимает то, что, наконец, может отпустить ожидания. В ту ночь я почувствовал, как напряжение, которое жило в его теле долгие годы, постепенно уходит. Не потому, что болезнь отступает, а потому, что внутри него наступает мир. Утром он тихо вдохнул последний раз. Это было не драматично, скорее как закрытие книги, которую читали с большим почтением. Я понял тогда нечто важное. Донгури не уходил в одиночестве. Он ушел, зная, что его любят, что он важен, что его история не осталась без ответа. Для меня это было важнее, чем спасение от болезни. Это было восстановление доверия после утраты. Это была сила сострадания, которая помогла исцелить дух, оставшийся разбитым от предательства. Его уход был завершением пути, в котором несколько месяцев внимания и заботы смогли превратить вечное ожидание в спокойный уход. Путь Дангури был не просто спасением в медицинском смысле. Это было восстановление. Восстановление того, что было утрачено, доверие к людям, веры в доброту, способности быть любимым. Его история – урок, который напоминает, что даже самые маленькие акты доброты имеют огромный вес. Одна ночь с теплым одеялом, одна рука, поглаживающая шершавую шерсть, один букет цветов и несколько тихих слов. Все это меняет мир для того, кто так долго ждал. После его ухода мы долго говорили о том, как много значит внимание, как часто люди проходят мимо, не замечая глаз, которые следят за дверью, не слыша тех тихих вздохов, что проносятся в тени. История Дангури напоминает, что преданность должна быть встречена любовью, не обещаниями, но делами. Если Дангури тронул ваше сердце, поделитесь этой историей. Расскажите друзьям, соседям, пусть больше людей услышат о том, что значит быть рядом. Поддержите спасательские организации, помогите тем, кто остался ждать. Маленькие добрые поступки множатся, как рябь на воде, и однажды они вернутся туда, откуда начались. В конце концов, Дангури подарил нам не только урок о сострадании, но и напоминание: надежда может расцвести снова, даже спустя 15 долгих лет, и каждому из нас под силу протянуть руку и открыть дверь для того, кто все еще сидит и смотрит в пустоту, веря, что когда-то за ним придут.